Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о самом массовом орудии Второй мировой войны – 76-мм дивизионной пушке ЗИС-3, ставшей символом артиллерии Красной Армии периода войны. Орудие создавалось в инициативном порядке конструкторским коллективом под руководством Василия Грабина еще до начала Великой Отечественной. Решение о создании мощной и универсальной полевой пушки среднего калибра было принято ввиду отсутствия на вооружении армии орудия, способного решать сразу множество боевых тактических задач. Конструкция нового оружия предусматривала установку уже производившейся пушки F-22 УСВ, которая в конструкторском бюро считали переходной моделью, на лафет уже разработанного орудия ЗИС-2. К 5 июня 1941 года было готово два опытных образца орудия, и в конце месяца одно из них было отправлено в Москву, как противотанковое. Однако пушка на Главное артиллерийское управление и приемную комиссию впечатления не произвела. Было указано на ряд существенных недостатков, в том числе наличие дульного тормоза, что для противотанковой пушки недопустимо, недостаточную величину пробиваемой брони, малый угол вертикального наведения, он был всего 20 градусов, а также плохо защищающий расчет боевой щит. При том, что в армии уже находилось орудие УСВ, которое было лишено этих недостатков, то дальнейшие работы по ЗИС-3 приказано было немедленно прекратить. Однако война внесла свои коррективы. С ее началом по планам мобилизации завод номер 92 приступил к производству дивизионных пушек F-22 УСВ для компенсации боевых потерь. Но убыль пушек была настолько велика, что к их выпуску подключился завод номер 221 «Баррикады». Однако орудий все равно не хватало для фронта. К концу сентября положение стало настолько серьезным, что требовалось как минимум втрое увеличить выпуск 76-мм дивизионных пушек как наиболее универсальных и простых в освоении. В это же самое время был прекращен выпуск ЗИС-2, как орудие с избыточной мощностью и сложного в изготовлении. После прекращения его производства, вопрос о производстве ЗИС-3 получил еще большую актуальность. Программа ЗИС-3 сулила увеличение выпуска дивизионных орудий за короткое время, без реорганизации производства. 6 октября Нарком вооружений приказал начать массовое производство ЗИС-3 с конца декабря этого года. В отличие от орудий, которые были отправлены на испытания в Москву, пушки, запущенные в промышленное производство, имели затвор, заимствованный от ЗИС-2, увеличенный до 27 градусов угол возвышения, а также увеличенную на 30 мм линию огня и упрощенный рычажный спуск. Также изменению подвергся верхний станок, уравновешивающий механизм, и щит ЗИС-3, который был взят от орудия ЗИС-2. При проектировании данного орудия Грабин исходил из потребностей и возможностей массового производства СССР того времени. Снизилось количество технологических операций. В частности, за счет качественной отливки крупных деталей вводилась унификация и поточное производство узлов. Почти в 2 раза увеличилось количество изготавливаемых деталей. Все это позволило производить новые орудия куда быстрее и дешевле, не теряя при этом сильно в качестве. Сила отдачи при выстреле на ЗИС-3 была на 30% компенсирована дульным тормозом, хотя именно из-за него опытные орудия и хотели забраковать. Основным недостатком являлось то, что при выстреле орудие демаскировало себя поднятой дульным тормозом, пылью или снегом. Особенно критично это было для противотанковых батарей. Однако дульный тормоз решили оставить, видимо потому, что на немецких моделях противотанковых орудий он также был. Одним из главных нововведений стало расположение рукояток вертикальных и горизонтальных наводок с одной стороны, что позволяло наводчику быстро реагировать на изменяющуюся обстановку. Кроме того, орудие было легче на 420 кг, чем пушка УСВ, и имело больший клиренс, что выгодно отличало ее от немецких орудий ПАК-40, которые имели свойство зарываться в грунт при выстреле. Спектр задач для ЗИС-3 на поле боя был весьма обширен.
Пушка предназначалась для уничтожения пехоты противника, его пулеметов и артиллерии, танков и бронемашин, разрушения долговременных огневых точек врага. По всем этим целям орудие вело огонь разнообразным ассортиментом пушечных снарядов, от осколочно-фугасных гранат до кумулятивных снарядов, прожигающих броню немецких танков. Против открыто расположенной живой силы противника действие 76 миллиметровых осколочных и шрапнельных снарядов было вполне действенным, на уровне зарубежных аналогов. А вот по укреплениям противника действия этих же снарядов уже не хватало. По броневому действию до начала 1943 года ЗИС-3 была способна на дистанции до 500-700 метров поразить в лоб практически любой образец немецкой бронетехники. Но с массовым появлением в 1943 году новых образцов немецких танков и самоходно-артиллерийских установок бронепробиваемость ЗИС-3 стала уже недостаточной. Относительная слабость противотанковых возможностей ЗИС-3 осознавалась советским военным руководством, однако до конца войны заменить его в истребительно-противотанковых подразделениях так не удалось. Так, 57 миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2 в 1943-1944 годах произведена в количестве около 4500 штук, а ЗИС-3 за тот же период в количестве 30 тысяч штук, из которых около половины было направлено в истребительно-противотанковые части. Недостаточная бронепробиваемость ЗИС-3 в бою компенсировалась тактикой использования в противотанковых батареях, когда расчеты орудий пытались поразить бронетехнику в бок или корму. Попав в действующую армию, орудие ЗИС-3 получило от артиллеристов разнообразные прозвища. Одни ласково называли пушку за надежность и простоту женским именем Зося, а другие за скорострельность и отличные боевые характеристики величали ее залп имени Сталина. Немцы тоже наградили советскую дивизионку прозвищем Раджбум из-за специфичного звука пролетающего снаряда. Если переходить к оценкам ЗИС-3, то среди них преобладает та, которую приводил товарищ Грабин якобы со слов Иосифа Сталина, где он называет его шедевром в проектировании. Однако, справедливо заметить, что ЗИС-3 уступает пушке ЗИС-22 УСВ по большинству параметров, за исключением стоимости и сложности выпуска. В условиях, сложившихся к концу 1941-1942 года, именно эти показатели перевешивали все остальные достоинства прежних дивизионных пушек. То, что ЗИС-3 почти вдвое был дешевле в производстве и по скорости изготовления превосходил все другие образцы, он и был выбран ГАУ в качестве основного дивизионного орудия среднего калибра. Подводя итог, можно отметить, что ЗИС-3 был орудием на уровне лучших мировых образцов того сложного времени, а по технологичности производства и надежности идеально подходящий для производства в военное время. Хотя ее боевые возможности, начиная уже с 1943 года, не в полной мере отвечали требованиям времени, она позволила советским артиллеристам получить значительный опыт, пригодившийся уже в послевоенное время при освоении новых орудий, более мощных, но также уже более требовательных к квалификации обслуживающего персонала. Всем спасибо, друзья, надеюсь, вам это видео понравилось, вы поставите лайк и, конечно же, подпишитесь на канал. Скоро будут новые видео.